Говорят, что если перевернуться и сделать ширкосану, встать на голову, то кровь тогда приливает к голове. И умнеешь. Умнеешь прямо на глазах. Я стоял на голове много лет. А в голове все та же херня. Я тут недавно лежал дома и думал, вы замечали, что мир – это какая-то прям огромная клоака, где все играют по одним и тем же правилам, только в разных костюмах. Боги в золотых, цари в бархатных, олигархи в брендовых, а попы в парчевых. А ваша бывшая вообще без костюма, но с претензией. И все они говорят одно и то же. Без меня ты никто. Ты мне должен, плати, молись, слушай сюда. Слушайся и терпи. Ну а что, все ж терпят. И ты тоже терпи. Ой. Сегодня мы будем раздевать всех. Прям догола. Без цензуры. Трусы, конечно, им оставим, чисто из приличия. Кстати, если ты думаешь, что твой начальник реально шарит, как сделать тебя счастливым, попроси у него прибавку к зарплате. А если ты чувствуешь, что тебя разводят как лоха, так же, как и всех, то сдавайся. Подписка – это первый шаг к тому, чтобы перестать быть лохом. Второй шаг – это лайк, а третий – комментарий. Сделай хотя бы первый. Вот смотрите, значит так. Пункт первый. Кто главный? Приходит однажды Кришна и говорит: ты тоже, братан, Бог. Просто ты об этом забыл. Иди, твори, люби, кайфуй. А потом пришел Иисус Христос и говорит: значит, дела такие. Я, значит, творю, и вы можете так же. И больше даже моего можете. Вообще без каких-либо ограничений. Просто любите друг друга. И делайте, что хотите. И будет вам рай. В общем, делайте, как я. А потом пришел Будда. И такой шлифанул все. И говорит: не верьте никому на слово. Даже мне. Потому что я – это не истина. Я просто показываю дорогу. А дальше? Дальше идите сами, ножками. И что, значит, делают самые умные существа во всей этой вселенной? Те, у кого мозг, 2 руки и ноги. Они такие говорят: ой, а можно мы не пойдем? Там же, неизвестно что. Не определено там ничего. А тут, статуэточки, иконочки такие красивые. Давайте мы лучше свечки будем ставить. И денежки жертвовать. А идти куда-то, это что-то делать надо. И понеслось. Душа в рай через кассу. Теперь, чтобы поговорить с Богом, нужен посредник. Поп, гуру, коуч по просветлению. 1000 рублей в час. Не очень дорого, собственно говоря. За встречу с Богом. Причем, если инфляция, кстати, то Бог сегодня будет дороже, чем вчера. Так что давай, братан, раскошеливайся. Пункт второй. Земная власть. Раньше люди собирались в кружок, назывались общиной и решали всякие там вопросы. Козу украли — суд старейшин. Засуха, шаман бьет в бубен, все водят хороводы вокруг костра. Война, всей толпой собрались и пошли дали обидчикам трындюлей. А потом пришел
один хитрый и умный и сказал: слушайте, а давайте я буду за вас думать. Вы, наверное, устали тут все. У вас коровы, дети, огород. А я молодой, красивый и вообще я в шкуре леопарда. Я вас буду защищать и буду за вас думать. А вы мне за это будете еду носить. Ну, немного, по чуть-чуть. Народ такой подумал, репу почесал. А что, собственно говоря, удобно. Кто-то будет решать наши проблемы, а мы просто будем работать. А через 100 лет этот хитрый его дети уже дворцы строят. Развязывают войны, сидят и срут в золотые унитазы. А народ все еще носит им еду. И верит, что царь-батюшка о нас заботится. Царь-батюшка, ау, где ты? О, привет, чувак, ты заботу видел? Да, видел, а где? В телевизоре. Я тоже видел только в телевизоре. Ой. Пункт 3. Бабло. Раньше люди менялись. Ну, честно так менялись. Топор на курицу, рыба на мясо, шкуру на соль. И вообще все по-честному. А потом пришли умные и говорят: а давайте придумаем бумажки. Они ничего не стоят, но мы договоримся, что это самая большая ценность. Мы их напечатаем сколько надо, а вы будете на них жить. Но хранится основная масса, и будет у нас. И люди такие: о, бумажки цветные, красивые. Будем копить. В кармане, опять же, удобно их носить. Ой, караул. Ребят, мы, по-моему, все идиоты. Бумажки нельзя есть. Из бумажек нельзя построить дом. Но вот убивать друг друга за пачку фантиков можно. Которые завтра, кстати, могут объявить мусором. Просто потому, что какой-то дядя решил: все, теперь будем печатать новые фантики, а старые больше не принимаем. И все побегут тут же менять свои настоящие жизни на новые фантики или на циферки на счете. Кстати, так скоро и будет. Ой. Знаете, что общего у попа, президента и олигарха? У них одна фраза в уставе, причем на всех: без меня вы пропадете. Без меня вы никто, и платите. Платите. Поп говорит: Бог тебя не услышит. Ну, потому что он немного глуховат на старости лет, поэтому надо только через меня. А я возьму небольшую комиссию. Ну так, немного. Всего лишь 10-ю часть. Как раз мне на Мерседес, чтоб хватило. А ты иди и свечку поставь. А то молитвы не дойдут до Бога. Ой, а главный менеджер, ну, он же президент, говорит: Страна развалится без моего руководства. Я тут руль, корабля держу. Поэтому вы не шатайте лодку, платите налоги и не отсвечивайте. Сидите в трюме. Или вообще идите на выборы и поставьте там галочку. А олигархи говорят: деньги просто так не приходят. Надо много работать. Надо очень много работать. И надо уметь их приумножать. И я, кстати, умею. Так что давайте свои сбережения мне, и я их приумножу. Ну, а если у меня не получится, то вы не расстраивайтесь, так бывает. Это же рынок, понимаешь ли? Ой. И мы верим.
Мы реально несем свои кровные, свое время, свою свободу каким-то дядям, которые мрут точно так же, как и мы. Их тоже когда-нибудь закопают или сожгут. Или в космос запустят. Ну, если деньги, конечно, есть. И самое смешное, они сами в это верят. Они реально думают, что они – это пуп Земли. Что без них 100% на этой планете все рухнет. А по факту такие же смертные, просто с большим бюджетом на самообман. У меня, кстати, ко всем вопрос. Вот скажите мне, вы реально верите, что какой-то толстый хрен одел на себя колпак, прочитал умную книжку, и теперь он проводник к Богу? И он может отпустить вам грехи. А Бог, ну, собственно говоря, если он с ним побазарит, вас простит. Другой вопрос. Скажите, ребят, вы реально верите, что есть какой-то дядя, который пришел порешать ваши все проблемы? Который вам обещает годами одно и то же, развязывает войны, сам занимается черт знает чем, нюхает кокаин. Вообще большая часть из них какие-нибудь педофилы, либо вообще голубые. Занимаются какой-то содомией. И они, ну, будут строить рай на земле. Вот-вот сегодня построят. И решат за вас все. Вы реально во все это верите? Помните про Кришну? Христа, Будду. Они показали всем путь. И говорят, идите туда. Открыли дверь и сказали, идите, там же, ну, клево. Живите по законам Божьим, соблюдайте заповеди, не нарушайте их, и будет вам рай. И не где-то там на каком-то небе, а прямо здесь, на земле. Ой. В общем, просто живите по Божьим заповедям. И что же сделали люди и последователи? Они такие встали в дверях и стоят там уже 1000 лет. И такие, все, приехали. Дальше идти нельзя. Тут конечная истина. Молиться надо на вот эту стену. Видите там портрет? Ой, короче, ну... Вместо того, чтобы жить по законам Бога, идти дальше, строить нормальный мир, цивилизацию, развиваться, все слушают добрых дядей. Сидят на попе ровно и кланяются. Причем кланяются дядям, что на острове у Эпштейна занимаются содомией, развязывают войны по всему миру и вообще творят черти что. Это как получить ключи от Теслы, сесть в нее и начать молиться на руль. Машина стоит, все в экстазе, батарейка садится, а дяди уже давно уехали на велосипеде в новую жизнь. И мажут всем оттуда рукой, как пингвины из Мадагаскара. Улыбаются и машут. А нам с детства все время вдалбливают. Не высовывайся. Тихо, молчи. Будь как все. Сиди тихо, а то придет дядя и тебя накажет. А если не будешь спать и проснешься, придет серенький волчок и укусит за бочок. А знаете, кто это придумал? Те, кому выгодно, чтобы мы все были тихими и одинаковыми. Чтобы не задавали лишних вопросов, чтобы не вспоминали, кто мы есть на самом деле. Потому что если вдруг вы вспомните, что ваше «я» пишется с большой буквы, и не только в начале предложения, но и в голове, то весь этот цирк просто рухнет. Поп останется без прихода. Зачем нужен поп, если ты с Богом можешь сам поговорить?
Президент останется без подданных. Ну, зачем нужен царь, если мы и так можем решить все свои проблемы? Нужно просто договориться. Олигарх останется без лохов и без яхты. Потому что некому будет продавать мечту и фантазии. Система держится только на одном простом правиле. И это правило на самом деле даже не правило, а это наше согласие. Согласие на то, чтобы быть маленькими детками в штанишках. Вы согласны, что бумажка – это ценность? Да, мы согласны. Привет. Пожалуйста, Натя, она ценность. Хотя на деле, на самом деле, в принципе, можно сходить с ней только в туалет. Ну, с нынешними-то ценами они как раз смываются только в унитаз. Вы согласны, что дядя в телевизоре – это ваш начальник? Да, мы верим, мы согласны. Нате, держите, вот вам начальник. Что делает начальник? Начальник нам сказки рассказывает на ночь, чтобы нам спалось лучше. Ой. Вы согласны, что до Бога можно достучаться только вот через того толстого хрена в колпаке? Да. И опа, путь рулит. Только рулит он Мерседесом. А у тебя кредит и ипотека. Ой. А если вы вдруг перестаете соглашаться, приходят дяди в касках с дубинками, потому что они искренне верят, что они защищают закон и порядок. А на деле просто помогают разводить лохов. Ну и так, на всякий случай. Чтоб никто не подпрыгивал, бьют палкой проснувшихся. Ой. А если вы вдруг перестаете соглашаться, то вся конструкция просто сыпется. Как карточный домик. Потому что она только в вашей голове. Как воздушный шарик. Ткни в него иголкой, и он такой пух, и лопнет. И нету его. В общем, слушай сюда, чувак. Сейчас я буду говорить самое важное. Выход из матрицы. Это не надо ломать стены головой. Это не надо идти на баррикады. Это не надо сжигать паспорта и уходить в лес к партизанам. Это просто нужно перестать покупать этот цирк. Вот смотрите, вы приходите в цирк. Приходите? Приходите. Смотрите на клоунов. Смотрите? Смотрите. Смеетесь? Смеетесь. А потом вы выходите и живете дальше. Живете свою собственную жизнь. А тут вы почему-то решили, что цирк – это и есть ваша жизнь. И что клоуны – это очень серьезно. Что дрессировщики, которых миллиарды, реально боятся кучки каких-то тигров, которым уже давно за 70. Нет, ребята, тигров боятся только дети. А вы уже все практически далеко не дети. Вы это просто зрители, которые купили билет и забыли. Забыли, что это просто представление. А нормальная жизнь – это когда вы просыпаетесь в этом зрительном зале и чешете такую репу и понимаете: а, блин, я ж просто смотрю шоу. А клоуны-то не настоящие. Король-то голый. И тогда начинается самое интересное. Тогда вы перестаете бояться смерти.
Потому что вы и есть вечность, просто в костюме. Тогда вы перестаете гнаться за деньгами, потому что вы и есть источник и изобилия. Руки, ноги есть, значит, и еда будет. Тогда вы перестаете искать любовь во мне, потому что вы и есть любовь. Просто забыли ее дарить, бескорыстно. И это никакой не пафос, это физика, физика смысла. Потому что сила мысли работает именно так, через осознание себя источником всего. Не через визуализацию миллиона под подушкой, а через убирание мусора. Сначала из своей головы, а потом из собственного дома. А тараканов травят дихлофосом. Пробуждение сознания – это просто. Вы просыпаетесь утром и понимаете, что все декорации, которые вас окружают, они картонные. Что все эти игры во власть, в деньги, в религию, в отношения – это просто игры. А вы – это просто игрок, бесконечный и вечный, неубиваемый. Потому что душа человека бессмертна. И если вы это вдруг поняли, вы уже не лох. Вы это оператор. Вот в чем правда. И знаете, что самое смешное? Что попы, президенты, олигархи и ваши бывшие – это просто отражение вас самих. Тех частей, которые вы не хотите в себе видеть. Они показывают вам: вот смотрите, вот тут у тебя страх, вот тут у тебя жадность, вот тут у тебя зависть, желание, чтобы кто-то порешал за тебя твои проблемы, потому что ты не хочешь брать ответственность. Они – это просто ваше зеркало. Кривое, страшное, но зеркало. Зеркало лжи. И если вы это понимаете, вы уже не игрок. Вы тот, кто придумывает эти игры. Потому что теперь вы можете не бегать от зеркала к зеркалу, а просто смотреть на себя и сказать: а, ну да, точно, я что-то страшненький, глупенький, и что-то я заврался, но я родной. И я буду работать над собой и над окружающим меня миром. И тогда ты внутри самого себя для начала перестаешь винить попа, президента, олигарха, бывшую. Потому что они просто делают свою работу. А ваша работа это быть самим собой. Кстати, это видео для тех, кто проснулся. И мы здесь не строим храмы. Мы сами храмы. Храмы внутреннего огня, Божьего света. Так-то, если что. Мы здесь не выбираем президентов, мы сами себе президенты, потому что мы президенты своей собственной жизни, за которую нас никто не проживет. И жми, кстати, подписочку, пока этот канал не запретили за пропаганду здравого смысла. И лайк тоже жми, а то как-то нечестно получается. Я тут старался, говорил, шутил, а ты просто смотрел, а потом взял и ушел. Не дело. Так что жми на подписку. И помни, ты не просто зритель, ты автор, режиссер, продюсер, критик и главный спонсор этого фильма под названием «Твоя жизнь». Просто ты пока не в курсе. Но я все расскажу. Подписывайся.